Для вязания этого узора нам необходимо набрать такое количество петель, которое делится на 3 плюс 2 кромочные петли. Для вязания я наберу 17 петель. Итак, набираем 17 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Я набрала 17 петель, 15 из которых идут на основной узор и 2 кромочные петли. Первый ряд мы вяжем подготовительный. Первую кромочную я провязываю лицевой, затянули край, и все петли мы вяжем изнаночной петлей. Я провяжу за переднюю стенку. Этот ряд можно не вязать, но с этим рядом вязания край изделия получится более аккуратный, более ровный. Итак, начинаем вывязывать основной узор. Кромочную петлю я снимаю. Первая петля у нас идет изнаночная. Это идет петля симметрии. То есть это не столько петля симметрии, сколько разбитый раппорт. Между следующими двумя петлями вставляем правую спицу в пространство. Вытягиваем петлю длинную. То есть мы как бы вот этой петлей окутываем вот эту первую петлю. Делаем накид таким образом. То есть нить накидываем сзади наперед. И провязываем вот эту окутанную петлю лицевой за заднюю стенку. Скинули 2 изнаночные за правые стенки. 1, 2. Раппорт провязан. Далее то же самое. Между первой и второй петлей вставили спицу, вытянули петлю, накид, лицевая петля из окутанной петли, за правую заднюю стенку скинули 2 изнаночных. Второй раппорт провязан. И так до конца ряда. И конец ряда у нас провязывается таким образом. Между вот этими двумя петлями мы также провязываем наш фактурный узор. Накид, лицевая, скинули. И петля 1 изнаночная и кромочная. То есть вот эти вот петли, изнаночная здесь и здесь, они как бы уравновешивают наше вязание. На самом деле здесь 5 раппортов узора. Только один раппорт немного у нас распределен. 1 петля в начале ряда и 2 петли получается в конце. Второй ряд. Кромочную мы снимаем. Лицевая провязывается лицевой. А петли, вывязанные из 1-3, вот они, стройные петли, мы их сейчас все 3 провязываем 1 изнаночной. 2 лицевые. Из 3 мы вяжем 1 изнаночную, 2 лицевые. Из 3 1 изнаночная, 2 лицевые. Из 3 1 изнаночная, 2 лицевые. Из 3 1 изнаночная и 1 лицевая, кромочная. Второй ряд готов. Третий ряд. Кромочную сняли, изнаночная.
И далее вот эту петлю мы ее просто переснимаем на правую спицу. Рабочая нить за работой. Вот таким образом мы ее переснимаем. Вставляем в центр петли, пересняли, нить за работой. 2 изнаночные. Пересняли петлю, нить за работой, 2 изнаночные. Пересняли петлю, нить за работой, 2 изнаночные. Пересняли, 2 изнаночные. Пересняли, 1 изнаночная в конце, кромочная. 3-й ряд провязан. 4-й ряд, кромочную сняли, лицевая, ту петлю, которую мы переснимали в прошлом ряду, мы ее также переснимаем, только рабочая нить должна лежать перед работой. Пересняли, нить перед работой, 2 лицевые. Петлю пересняли, нить перед работой, 2 лицевые. Пересняли, 2 лицевые. Пересняли, 2 лицевые. Пересняли. В конце ряда 1 лицевая, кромочная. 4-й ряд провязан, уже хорошо вырисовывается узор. И еще 2 очень простых ряда. Сейчас кромочную снимаем, и все петли мы вяжем лицевой петлей. Вот эту длинную петлю мы сейчас вяжем так, чтобы она не перекручивалась, то есть не была скрещенной за правую стенку. И кромочная, изнаночная. И вяжем последний 6-й ряд. Кромочную сняли, все петли изнаночные до конца ряда. Итого раппорт узора в высоту составляет 6 рядов. 3 петли в ширину и 6 рядов в высоту. Вот так выглядит этот узор на другой пряже, не блестящей, более объемной. И вот он же в другой шелковистой пряже. Идеальный узор для вязания базовых изделий, например, свитеров, кардиганов, детских изделий. Будет просто очень красиво смотреться. Узор объемный, такие вот объемные, как бы шишечки, дорожки получаются. Красиво, просто и быстро вяжется. Узор запоминается очень легко. И вот один маленький образец. Если этот видеоурок вам понравился, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. До встречи в новых видео. Пока!